Все лепесточки у нас заготовлены. Теперь мы будем их окрашивать, не все, и придавать форму. Итак, окрашивать мы будем только в зеленые лепестки. У нас это два последних ряда, один побольше, другой поменьше. Их мы пока можем отложить, потому что их нужно будет сначала окрасить. Греть будем строительным феном и формировать ручками. Помним, что ко всем нашим лепесточкам приклеены уже проволочки. Итак, самый маленький, вот тот недоряд, который у нас 3 штучки их. Прогреваем в центре и сворачиваем для того, чтобы у нас появился объем. Теперь прогреваем один край, делаем одну волну и второй край. С каждой стороны у нас будет по одной волне. Теперь пошел первый ряд. Это у нас были 3 лепесточка, этих уже будет 5. Опять-таки принцип такой же. Прогрели в серединке, сложили, сделали по одной волне с каждой стороны. Это был первый, второй ряд, они одинаковые. Теперь берем третий. Третий мы будем делать волну по 2 с каждой стороны, то есть 4. Следующий ряд по такому же принципу, как и предыдущий. Для следующих 2 рядов мы будем делать по 3 волны с каждой стороны, итого 6. То есть вы понимаете, чем больше лист, тем больше у нас вот этих завитушек будет по краю. Лепесточки, в которые проволочка вклеена внутрь, нужно сначала выровнять. То есть мы их переворачиваем на лицевую сторону. Вот это вот лицевая. И прогреваем с внешней. Лепестки последних 2 рядов, зеленые, мы прогреваем с внешней стороны, чтобы они стали просто ровными. Перед окрашиванием просто так будет удобнее. Окрашивать край лепестков я буду акриловой краской красного цвета. У меня вот такая, это что-то очень сильно китайское. Вы можете взять любую другую или же строительный пигмент. Кусочек поролона, хорошенько увлажняем и добавляем краску. И идем по краю. Наша цель придать легкий оттенок нашим листочкам. На предпоследнем ряде листочков мы делаем по 3 волны с каждой стороны, на последнем по 4.
Собирать пуансеттию мы будем на горячий клей, поэтому включаем клеевой пистолет и разогреваем его. Кроме того, обязательно вооружитесь плоскогубцами или чем-то, чем вы будете откусывать кусочки проволоки. Поехали собирать. Первые 3 лепесточка нам нужно приклеить так, чтобы они у нас практически полностью закрывали вот эту нашу накрутку из фоамирана, которую мы вот делали здесь, помним. То есть вот так, плотненько. И проволочку опускаем вниз. Вы видите, что проволочка у нас длиннее, чем наша трубка, поэтому лишнее можете сразу откусить. Притом во всех 3 проволочках. То есть листочек, вы понимаете, у нас будет вот такой небольшой ступенькой. И мы их приклеиваем рядышком друг с другом. Вот таким образом мы закроем всю вот ту некрасоту, которая у нас образовалась из-за рулончиков фоамирана, в который мы вкручивали и вклеивали наши шарики. Вот они, лепестки первого ряда. Наклеивать мы их будем по такому же принципу, только вы помните, что их уже 5 штук, но на внешнюю сторону трубки. Вот так. Раз. И приклеили. Рядышком друг с другом отлично помещаются как раз 5 штук. Лишнее можно сразу обрезать. Следующий ряд мы клеим в шахматном порядке. Опять-таки лишние проволочки можете сразу откусить. Следите за тем, чтобы проволочки были не длиннее, чем основание трубы. Итак, смотрите, чтобы ваш цветочек не выглядел плоским, каждый следующий ряд вы немножко опускаете вниз. Так мы будем делать до последнего красного ряда. Вот последний красный ряд вы обкладываете. Что с ним будем делать, я обязательно расскажу. А все ряды до него немножечко опускаем вниз, чтобы у нас цветочек, лепесточки опускались по основанию, по трубе.
Теперь берем тейп-ленту зеленого цвета и накручиваем вокруг нашей трубы плотненько так, чтобы не было видно белых промежутков. И вот на эту ширину и накручиваем, не больше. Если накрутите больше, тогда не сможете приклеить лепестки, потому что горячий клей к тейп-ленте не липнет. Ну, то есть он липнет, но потом отваливается просто. Сколько у нас тут тейп-лента? Сантиметр, наверное. Вот на этот сантиметр мы опустим следующий ряд лепесточков. И приклеиваем последний красный ряд. То есть клеить мы его будем ниже, чем проходит вот та полосочка, которую мы накрутили. По сути, мы сделали вид, как будто у нас виден стебелек пуансетии, а листочки идут ниже. Теперь в промежуточках клеим 2 ряда зеленых, точно так же в шахматном порядке. И немножечко спускаемся вниз. Смотрите, за счет того, что мы опускали лепесточки, у нас у пуансетии есть объем, то есть она получилась не плоская, а вот такая вот классная, объемная. Теперь нам что остается сделать? Нам остается ее перевернуть и закрыть тейп-лентой вот это вот основание, на которое мы приклеивали все наши листочки с проволочками. Что дают нам проволочки? Проволочки дают нам свободу в придании формы лепесточкам. Куда хотим, туда теперь и гнем. Как нам удобно, так и делаем. Для большей надежности и долговечности я советую тейп-ленту потом покрыть слоем акрилового лака. Даже можно в несколько слоев. Лишним не будет. Сохнет он очень быстро, запаха неприятного не имеет. У меня обычный мебельный украинский ирком. Тейп-ленту мотайте в несколько слоев, чтобы проволочки ее не прорвали. Если у вас есть термоусадочная трубка, можете затянуть ею.